Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт потрясающе нежных булочек «Синнабон». Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Сразу готовим тесто. 300 мл теплого молока, где-то 40 градусов температура. Отправляем в глубокую миску. Сюда же добавляем 24 грамма свежих дрожжей. Если сухих, в 3 раза меньше. Все хорошо смешиваем. Добавляем 1 чайную ложку ванильного сахара, либо ванили щепотку соли добавляю для баланса вкуса. Сюда же добавляю 80 грамм сахарного песка. Все хорошо перемешиваем. На мелкой терке натираем цедру одного апельсина, либо лимона, только оранжевую часть. Готово. И отправляем все в тесто. Добавляем 2 яйца и желтки и белки вместе. Все хорошо смешиваем. Сюда же я добавляю 1 столовую ложку растительного масла. Я добавляю масло из виноградных косточек. Вы можете любое растительное масло без запаха. И сюда же постепенно вводим муку. Муки я отвесила 600 грамм. Ее всю сразу не добавляем. Добавляем постепенно. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Я еще оставлю немножко на подпыл, на стол. Буду вымешивать тесто. Тесто должно получиться очень нежное, мягкое, чтобы наши синнабоны таяли во рту. У меня на канале есть вариант классических синнабон. Очень вкусный рецепт. Я обязательно ссылочку оставлю под видео в описании. Посмотрите. И вот сейчас, вот в таком вот состоянии теста, сейчас мы будем выкладывать на стол. Подпыляем на рабочую поверхность и выкладываем тесто. Немножко теста распластываю. Сейчас буду добавлять сливочное масло. Оно у меня размягченное. И все будем втирать. Сливочного масла у меня 100 грамм. Муку всегда обязательно просеиваю. Хотя бы раза 2. Насыщаю ее кислородом. И сейчас все втираем и вымешиваем тесто. Не торопимся больше добавлять муку. Сейчас тесто будет делиться на фракции. Ничего страшного. Продолжаем его вымешивать. Вот так хорошенько вымешиваем минут 7-10. В конце замеса, вот уже клейковина открывается. Видите, как хорошо. В конце замеса можете добавить еще чайную ложку растительного масла. С растительным маслом тоже перебарщивать нежелательно. Немножко на руки растительного масла. У меня мука ушла вся. Так, чтобы у меня тесто не прилипало. Тесто вы видите, какое? Фактически оно еще не густое, оно расстоится, оно будет лучше. И сейчас я его собираю. И вот прям в таком виде буду его складывать в миску. Оно расстоится, прилипать не будет. Мука может отличаться, поэтому смотрите, сколько у вас пойдет на готовый результат, какое тесто должно быть. В миску на дно тоже немножко растительного масла. И теперь вот так подкатываем тесто. Оно немного липнет к рукам, пусть это вас не пугает. Тесто очень хорошее, при всем при том, что оно жидковатое, но оно держит форму. Накрываем крышкой и дадим расстояться ему час-полтора. Каждые 30 минут обминку делаем. Накрываем крышкой либо пленкой и на расстойку в теплое место. Посмотрите, какое у нас тесто. Делаем первую обминку. Делаем обминку. А сейчас подготовим посыпку. Здесь у меня 150 грамм тростникового сахара. Здесь у меня, вот обратите внимание, корица молотая 15 грамм и 10 грамм ванильного сахара. И сейчас все будем вместе соединять. И все хорошо смешиваем. Я люблю начинку именно с тростниковым сахаром. Во-первых, она получается темная и очень вкусная. Все готово. Вот такая масса должна получиться. Форма у меня размером 33 на 25. Я ее смазываю хорошенько сливочным маслом. Все готово. Посмотрите, какое у нас замечательное тесто. Не обминаем его. На рабочую поверхность подпыляем мукой, чтобы не прилипло у нас. И аккуратно выкладываем тесто.
так, чтобы к поверхности не прилипало. Немножко подпыляем мукой и снизу, и сверху. 50 на 35. Тесто все в пузырях, поэтому особо его не травмируем. Делаем все очень деликатно. И сейчас где-то грамм 100 у нас уйдет масло. У меня комнатной температуры. И сейчас все наносим на пласт. И все тоненьким слоем вот так смазываем. Размер пласта у меня получился 50 на 44. Вот в ту сторону, в которую вы сворачиваете, вот здесь, допустим, я буду заканчивать рулет с этой стороны, где-то 4 сантиметра оставляем, не смазываем маслом. И теперь присыпаем. Вы можете и орехом присыпать. Как вам нравится. Мне очень нравится с орехами пекан, с грецким орехом измельченным, фундук поджаренный, если. И начинаем сворачивать все рулетиком. Сильно рулетик не прижимайте, не делайте его тугим. В противном случае при выпекании тогда у вас синнабон и серединка поднимется. Поэтому аккуратно, нежно. Уголочек вытягиваем, чтобы у нас получился вот такой прямоугольник. И сейчас защипываем край. Вот так. Тесто очень нежное, великолепно все защипывается. Посмотрите, какое оно игривое и какое послушное. Защипываем. Подпыляем немного мукой. Сейчас будем переворачивать наш рулет. Скрепляем. Хорошенько проходимся по шву. И устанавливаем наш рулетик прямо на шов. Режем пополам. И еще по 3. Ножи должны быть хорошо наточены, чтобы резалось резко. Накрываем. Должна быть зона роста обязательно. И даем расстояться им хотя бы час-полтора. Посмотрите, у нас прошло 50 минут, и они великолепно расстоялись. Они уже готовы. Духовку мы уже раскочегарили минут 20 на 200 градусов по Цельсию. Если по Фаренгейту, то 400 градусов. Отправляем в духовку на 25 минут. Как только они подзолотятся слегка, главное не передержать. Отправляем в духовку, включаем вверх-вниз. Грамм 80 орехов пекан нарезаем на средние кусочки, так чтобы они чувствовались. Если у вас нету орешков пекан, то грецкие орехи как нельзя лучше подойдут. Вот так получилось достаточно. В моей марокканской семье карамель готовят по-арабскому. И вот я сварила, посмотрите, сгущенку 3 часа. В воде обязательно нужно дать ей остыть. И сейчас мы добавляем в емкость, будем взбивать и готовить карамель по-арабски. Я добавляю 2 ложки сгущенки вареной. В Марокко они готовят 2 столовые ложки молока добавляют. Я добавляю сливки. И теперь немного взбиваем. Я хочу немного погуще и добавляю 1 столовую ложку маскарпоне. Наши синнабоны готовы. Сверху корочка. Посмотрите, как он амортизирует красиво. Они сейчас немного жестковаты сверху, а снизу они просто нежнейшие. И сейчас сверху поливаем карамелью. В 2 приема. Сначала все хорошо впитается. Все хорошо промазываем, но не стараемся лить много, чтобы синнабоны не были мокрыми внутри. Самое главное, чтобы смягчился верхний слой. И теперь сверху посыпаем орехами. И в духовку буквально еще на 5 минут. Синнабоны немного остыли. Прошло где-то минут 40. И посмотрите, какая у нас тут красота. Этот аромат и вкус просто невозможно передать. Какие же они получаются нежные, воздушные, пышные. Просто восторг, а не булочки. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк. Дорогие друзья, поддержите наш канал. Пишите в комментариях, как получается у вас. Что бы вы хотели со мной еще приготовить. Я буду очень признательна, если вы подпишетесь на наш канал. Не забывайте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.